Судьи вытягивают американку в элиту фигурного катания, из Алисы Лью делают новую Ашрам. Алиса Лью готовится оказать конкуренцию российским фигуристкам в олимпийском сезоне, и, похоже, ей в этом будут активно помогать. Российские фигуристки обрушили на Челябинск град восхитительных выступлений. Контрольные прокаты подтвердили, что как минимум 7 девочек из России готовы претендовать не только на участие в Олимпиаде, но и на самые высокие места. Действительно, достойной конкуренции россиянкам за рубежом не видно. Но это не значит, что золото Пекина обязательно будет нашим. Все идет к тому, что главную ставку иностранцы сделают на Алису Лью. Улыбчивая американская девочка одержала уверенную победу в Италии, а ее оценки навевают тревожные мысли. Похоже, Лью превращается в реальную угрозу для российских фигуристок. И ей в этом усиленно помогают. Лью предрекали золото Олимпиады. 2 года назад Алису Лью наряду с Камилой Валиевой называли главной претенденткой на золото Пекина. Дело в том, что у обеих фигуристок идеальная дата рождения, их первый взрослый сезон – олимпийский. По юниорам они демонстрировали сумасшедший контент, причем у Алисы, помимо четверного лупса, был и тройной аксель. Благодаря более стабильному и артистичному катанию в очном противостоянии Валиева превосходила американскую соперницу, но потенциал у американки действительно был очень высоким. В сезоне 2019-2020 Лью получила возможность соревноваться по юниорам и впервые столкнулась с серьезной конкуренцией от россиянок. Несмотря на высокую базовую стоимость программ, американка дважды проиграла Камиле Валиевой, в финале Гран-при среди юниоров, и чемпионате мира среди юниоров. А на юниорском чемпионате мира ее опередила еще и Дарья Усачева, не владеющая элементами ультра-си. Все дело в недокрутах, из-за низкой высоты спортсменка не успевала выполнить нужное количество оборотов. В прошлом сезоне американку настигло взросление, и она потеряла элементы ультра-си. После двухлетнего доминирования на чемпионате США Лью неожиданно не попала даже на пьедестал. Камила же наоборот только окрепла, выучила тройной аксель и получила опыт соперничества с лучшими взрослыми фигуристками России. Из-за вируса юниорские соревнования в прошлом сезоне не проводились, но совершенно понятно, что у Алисы не было бы ни шанса. Алиса вернулась и начала побеждать. Было трудно поверить, что к олимпийскому сезону проблемы Алисы исчезнут. На фигуристку, некогда грозившуюся остановить российское доминирование, было грустно смотреть. Лью испытывала сложности даже с обычными тройными прыжками и вращениями. И все это происходило на фоне смены тренера. Алиса ушла от Лауры Липецки, у которой тренировалась с 6 лет, в группу Лебаркела. После этого многие потеряли веру в фигуристку, а в России ее перестали воспринимать как угрозу. Но Алиса взяла себя в руки и доказала, что списывать ее со счетов еще рано. К олимпийскому сезону американка сильно похудела и восстановила элементы ультра-си. На первых международных соревнованиях Лью смогла удивить. Фигуристка сильно прибавила в скольжении, выросла в интерпретации и стабилизировала прыжки. На челленджере в Италии Алиса была вне конкуренции. Американка выиграла обе программы, а в произвольной исполнила триксель. Даже с недокрутом оценка получилась весьма высокой – 219,24 балла. Судьи встретили дебютантку взрослых соревнований очень щедрыми оценками. А ведь с нашими девочками было совсем не так. Лью получила неоправданно высокие оценки. 2 года назад в той же Ломбардии состоялся дебют Анны Щербаковой во взрослых. Ученица Тутберидзе исполняла сложную короткую программу с каскадом Лутц-Ридбергер, но не набрала и 70 баллов. Фигуристки поставили спорный недокрут, явно зажали надбавки и компоненты, а не оценивали как юниорку. Продолжилась эта тенденция и в произвольной. Идеальное исполнение программы с четверным и сложным каскадом Флип Ридбергер было оценено 150,47 балла. Алису же будто заранее начинают тянуть в топ женского катания. За рядовую короткую программу, в которой Лью не исполняла ни тройной аксель, ни каскад с Ридбергером,
она получила внушительные 74,31 балла. Щедро оценили американку и в произвольной. С недокрутами на тройном акселе и каскаде луп-сту-луп, Алиса заработала 144,93 балла. Особенно удивляет оценка Лью за компоненты – 69,20. Для сравнения, опытная Елизавета Туктамышева на последнем чемпионате мира 2021 года получила 69,8. А если сравнивать с Щербаковой времен Ломбардия Трофи, 2019, то разница приводит в замешательство. На своем дебютном взрослом турнире Анна Щербакова там же на Ломбардия Трофи получила компоненты на 5 баллов ниже, чем Алиса Лью. Из американки делают главную соперницу россиянок. По классу и сложности Лью заметно уступает многим российским фигуристкам. Но отношение судей к ней заставляет поволноваться. Если даже с простым контентом и недокрутами американку на ее дебютных соревнованиях оценивают настолько щедро, что же будет, когда она усложнит программы? Как минимум, Алиса может добавить по трикселю в короткую и произвольную. А там и четверной луц на подходе. Не стоит забывать, что и оценка за компоненты имеет свойство расти от старта к старту. С одной стороны, конкуренцию на международном уровне можно только приветствовать. Победы, одержанные в яркой борьбе, всегда ценятся выше. С другой, неприятно, когда эту конкуренцию раздувают искусственно за счет благосклонного отношения судей. Создается ощущение, что чиновники явно не хотят повторения истории чемпионата мира 2021, когда россиянки заняли весь пьедестал. Поэтому всеми силами продвигают Лью, которая хоть как-то может тягаться с нашими девочками. Судьи уже вытягивают американку в элиту фигурного катания. Если вернуться в реалии современного фигурного катания, вместе со стабильными прокатами компоненты тоже подрастут. Все-таки Алиса – единственный шанс США на олимпийскую медаль. Другие американки не владеют элементами ультра-Си. А значит, набрать 230-240 баллов ей вполне по силам. Тем более, что судьям наверняка захочется разбавить надвигающийся российский пьедестал, а Рика Кихира, как мы видели в предыдущих сезонах, плохой помощник в этом деле. Конечно, можно отмахнуться от теории заговора, справедливо отметив, что наши фигуристки на голову выше Алисы. Но ведь в случае с гимнастками на Олимпиаде в Токио тоже так казалось. А израильтянка Линой Ашрам возьми да и обойди сестер Авериных в личном многоборье. Пока Алиса Лью по меркам фигурного катания это даже не израильская гимнастка. Но похоже сценарий повторяется. Все указывает на то, что из Алисы делают новую Ашрам. Остается надеяться, что дважды подряд этот циничный план не сработает.